Привет, привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Наш сегодняшний разбор называется так: истинная причина его молчания. Вы будете удивлены. У нас с вами будет 3 позиции, выкладываю их перед вами. Пожалуйста, начинайте загадывать мужчин, с которыми вы молчите, да? И для начала мы сделаем небольшую сигнификацию, чтобы вы своего человека узнали, да, что именно с этим человеком вы сейчас находитесь в молчанке. Может быть, на сигнификации покажут, что за отношения между вами, да, но в целом настраиваюсь рассказывать о человеке. Далее мы посмотрим истинную причину его молчания. Да, почему же человек молчит? Что случилось? Что происходит у него внутри? И, конечно, посмотрим, да, будет ли этот человек выходить из молчания, будет ли он действовать. Потому что, я думаю, что это интересует всех больше всего. И мы начинаем. Двоечки, троечки идут у нас в ожидание. Начинаем с единичек. Кто пришел? Озлобленный мужчина достаточно. Такое сейчас состояние злости находится. Упрямства какого-то. Считает себя жутко правым. Угу. Угу. Так, смотрите. У мужчины очень истеричный характер. Здесь мужчина видит только черное или белое. И вообще, в принципе, он как бы требует, чтобы его все время гладили по головке. То есть это такой, знаете, вот человек, которому вообще нельзя говорить какие-то претензии, да, высказывать какие-то претензии, или говорить, что он что-то не так сделал, или что-то не так подумал, да, или вот из-за него сложилась какая-то негативная ситуация. Нет, здесь мужчина, который вообще вот он никак не может принять критику в свою сторону. Он сразу истерит, он сразу начинает бросать трубки, блокировать, еще что-то. Поэтому я думаю, что как раз ваше молчание, да, оно началось или с какого-то скандала, или с того, что вы выразили свою претензию. Вы сказали мужчине, что вам что-то не нравится, да, в нем, в его поведении, или он не действует, или действует не так, как вам нужно, да, как вам хотелось бы. Вот, то есть вы, скорее всего, выразили свое неудовольствие, а мужчина, долго не думая, кинул вас в блок или замолчал, да, то есть здесь человек, который, истероид, понимаете, то есть он очень истерично воспринимает все, любую негативную информацию, все, вот он сразу вспыливает и воспринимает это очень-очень агрессивно. Вот, значит, что еще можно сказать? Во-первых, в ваших отношениях однозначно треугольник присутствует, потому что здесь мужчина воспринимает вас как тайную женщину, которую он пытается скрыть от своей жены и от своей так называемой счастливой жизни. У человека есть дети, у человека есть полноценная семья, и в принципе там все нормально. Понимаете? То есть там все можно даже сказать хорошо. То есть я думаю, что его жена, она вообще не подозревает о том, что ее мужчина может смотреть на сторону. Вот. Вас он здесь видит как тайную женщину, женщину, которая его сексуально очень возбуждает, привлекает, женщину, которая может дать огромное количество эмоций, женщину, с которой постоянно какой-то бой, ему это очень нравится, понимаете, то есть он рядом с вами чувствует себя живым, но при этом в его семье все спокойно, в его семье все как-то, знаете, разложено по полочкам, он там глава в этой семье, я думаю, все окружающие считают его очень
хорошим семьянином, очень правильным человеком, который никогда никому не изменяет и так далее. Вот, то есть здесь есть какая-то внешняя оболочка, которую человек представляет этому миру, да, и есть его внутренние потребности. Ну, жена, видимо, потребности в сексе и в эмоциях не закрывает, хотя вот учитывая эти карты, которые я вижу, между ними есть прекрасные сексуальные отношения, они очень близки, и вообще у них все хорошо. Понимаете? Просто мужчине не хватает, есть такие мужчины, да, добирают на стороне. Может быть, там все очень спокойно и ровно, да, а с вами, как с жезловой королевой, очень интересно, да, и вообще сам факт сокрытия этих отношений, сам факт тайны, это всегда, ну, какой-то, знаете, дополнительный адреналин в крови. Вот, значит, мужчина на вас злится. То есть почему он злится? Почему нам показали, да, что он в таком состоянии злости? Он злится на вас, злится на то, что вы обесценили какие-то его усилия, то есть он, возможно, пытался вас куда-то пригласить или что-то вам подарить, он вам предлагал какой-то шанс, как он говорит, я ей дал туз пентаклей, значит, а она в четверочку мечей этот туз пентаклей положила. То есть вы обесценили какие-то его усилия, показали себя незаинтересованной в его предложении. Понимаете? И от этого он очень сильно разозлился. И, как я уже говорила, да, здесь мужчина истерит очень-очень часто. И поэтому он сейчас как раз истерит. Он может долго истерить. Это не тот вариант, когда, знаете, что-то такое вспыхнуло, и человек отошел, и на следующий день позвонил, написал, извинился. Вот. Нет. Здесь мужчина, который может себя накручивать очень долго, да, долгое время, постоянно находить какие-то отрицательные качества в ваших отношениях. И вот, знаете, все злиться. Хорошо. Давайте смотреть истинную причину его молчания, да. Истинная причина его молчания. А знаете, истинная причина его молчания в том, что он маленький ребенок, который требует постоянного состояния счастья. Он требует, чтобы вы не думали о себе, о своих потребностях, чтобы вообще не было такого, что вам что-то нравится, не нравится, что вы что-то там хотите. А для него существует только то, что хочет он. Сейчас он в состоянии очень сильной агрессии. Он в бешенстве, в злости, он вас готов порубасить. Ощущение, что какая-то ссора была недавно. И человек сейчас еще переживает вот эту вот всю агрессивную историю, да, внутри себя. Он как будто бы, знаете, вот выходит с неким требованием, знаете, как человек на демонстрацию выходит с плакатами, да, и вот он выходит с требованием счастья, с требованием безусловного принятия. Ты должна принять меня вот таким, какой я есть. Ты должна хвалить меня, ты должна преклоняться передо мной, ты должна постоянно восхищаться мною. Но у тебя у самой не должно быть никаких ко мне вопросов, никаких пожеланий и так далее. Ты не существуешь, существует только я. То есть здесь идет такое ощущение, что вы его ослушались, что вы, может быть, знаете, играли в эти поглаживания, играли, он к этому привык, и потом вы бабах и сказали, слушай, а мне вот это не нравится, а я хочу вот так.
И он: как? Как это тебе не нравится? Да, да ты что, блин, это ж я. Я пришел в твою жизнь, тебе должно нравиться все. Я здесь вижу абсолютно детскую, очень агрессивную позицию, когда ребенок в истерике. Он не просто топает ножкой, он закатил истерику. Знаете, бывают, да, дети такие, часто в детских магазинах можно встретить там в каких-то больших, да, или в магазинах сладостей, когда он пришел, мама не купила ему очередную сладость или очередную игрушку, вот, и ребенок просто падает на пол, начинает в истерике бить ногами, руками, заходится в каком-то крике, вот, и, ну, как бы, как-то его успокоить, вывести из этого состояния очень-очень сложно. Здесь мужчина взрослый находится в состоянии этого агрессивного ребенка. Я ей сейчас покажу, я своего добьюсь, понимаете? Ну вот ужасное состояние истерики, которое нам демонстрируют карты. Тут, понимаете, еще в чем суть? Вот этот мужчина, он как бы пресыщен благом своей жизни. Он достаточно счастливый человек, у него в принципе все есть. И такое ощущение, что все есть чрезмерно. Понимаете? То есть как бы и жена у него хорошая, и дети у него хорошие, вообще все замечательно, и деньги наверняка есть, и работа. И как будто бы вот он, знаете, пресыщен, он заскучал вот в этом благе, которое у него есть, в этом счастье. И он и уже не считает это счастьем. Ему уже нужна какая-то изюминка, ему нужно, чтобы вот что-то еще такое происходило, понимаете? Потому что, ну вот каждый день все хорошо, и хорошо, и хорошо. Надо какую-то взбучку внутреннюю, понимаете? Поэтому он ищет себе приключений. Вот. И поверьте, вот это его состояние, оно сейчас отражается на всех. То есть вот вы поругались, да, вы пошли против, вы выразили какую-то претензию. И сейчас там достается и жене, и детям, и кому только не достается, понимаете? Ну, я бы сказала, что это крайне нарциссичный человек, зацикленный только на себе, который видит только себя. И причина его молчания – это воспитательный процесс вас, чтобы вы, ну вот ему кажется, что в этом молчании вы ужасно страдаете, что вы ждете, когда он появится, понимаете? И вот чтобы вы подумали над своим поведением, и чтобы ни в коем случае в другой раз рот свой не открывали. Вот для этого он молчит. Это истинная причина его молчания. Но на самом деле слова, обидные, некрасивые слова у него прям рвутся. На самом деле ему очень хочется с вами поговорить, но не для того, чтобы примириться, а для того, чтобы вставить вам шпору в одно место, понимаете? Хорошо. Ну, давайте смотреть. Ничего хорошего, конечно, да? Давайте смотреть, будет ли он действовать и как. Угу. Проблема еще, знаете, в чем состоит? Что он не понимает свои чувства к вам. Он как будто бы хотел, чтобы это все было легко, чтобы вы были абсолютно доступны всегда ему, понимаете? А здесь возникли чувства, да, я не могу вам сказать, что этот человек вас любит, что он вообще умеет любить. Здесь очень странный акцент только на себя. Мне все должны. Понимаете, здесь вот такая агрессия к тем, как будто бы вот человек, знаете, покусать готов всех тех людей, которые идут против него. Вот прям жутчайшая агрессия. Но в вашу сторону, да, то есть в вашу сторону у этого человека есть чувства.
И это не чувство благодарности, как, допустим, к жене, да, некомфорта. Это действительно какие-то эмоции, которые выросли в сердце. Понимаете? То есть человек чувствует тоску без вас, человек чувствует вашу необходимость, он нуждается в общении с вами, очень сильно нуждается, но его нарциссичная природа не способна это признать. И поэтому он вот эти вот свои ощущения влюбленности, он их вот прям заталкивает пониже, поглубже. Не хочу об этом знать, да? Она должна слушаться, она должна вести себя так, как я скажу. Вот, то есть здесь мужчина не готов слушать даже свое собственное сердце. Поэтому, значит, будет ли он действовать? То, что он вас не выкинул из головы, это 100%. Он о вас очень много думает. Здесь прям зацикленная история. Вы с утра до вечера у него в голове. У него есть к вам чувства, тот уровень влюбленности, на который он вообще способен. Вот. И здесь мужчина сейчас, пока он не готов действовать, и сейчас он не готов признать свои чувства. Понимаете, он хочет, вот он как будто бы внутренне требует, чтобы написали вы, и вы попросили прощения. Потому что он считает себя правым. Ты не права, ты должна идти на контакт, ты должна просить прощения. Вот, значит, ну его, безусловно, здесь очень сильно колбасит, потому что и тоска есть, я же говорю, и чувства есть, да, и боль внутренняя есть. Он просто это пытается все заглушить. Вот. Здесь человек, кстати, может ходить в спортзал, ездить на велосипеде, на мотоцикле. То есть вот в движение свою агрессию перерабатывать. Вот. В ближайшее время я не вижу, чтобы он действовал. Хотя вот с такой, знаете, очень нестабильной эмоциональной сферой люди очень часто делают какие-то такие, знаете, импульсивные действия. Здесь человек импульсивный, поэтому ну вот он не планирует действовать, он не планирует мириться, он требует, чтобы это делали вы. Но при этом его настолько колбасит, и вы настолько не выходите из головы, что он может внезапно вам написать. Ну, это будут какие-то претензии, это будет вопрос, не хотите ли вы попросить прощения, или ну что-то там осознала, вообще не осознала что-то. Ну вот в таком русле человек готов с вами общаться. Благодарю вас, мои дорогие. Ух, какие энергии с начала расклада пошли. Двоечки, двоечки. Кто к нам пришел? Здесь у нас, знаете, собиратель женских сердец. Мужчина, который коллекционирует женщин. У него всегда есть какие-то подружки, у него всегда есть какие-то коллеги, которые там полный телефон, и вы не знаете вообще, кто ему вообще пишет, как бы действительно коллега или какая-то любовница. Здесь мужчина, который может не брезговать женщинами с низкой социальной ответственностью, обращаться к ним. Вот. То есть вот он такой, знаете, как бы человек, который считает, что раз ему дана жизнь, дан определенный орган, да, надо попробовать Крым, Рым и медные трубы, и чем больше женщин я осеменю, да, тем, значит, счастливее я буду. Ну и женщины, соответственно, тоже. При этом строит из себя очень правильного человека. Может быть, кстати, начальником каким-то, вот, или даже каким-то духовным лицом. То есть человек, который несет некую истину людям, руководит людьми, рассказывает им, как жить. Да? То есть его воспринимают в основном как человека мудрого, человека справедливого. И мало кто знает о том, что у него есть другая сторона жизни, да, это большое количество женщин, которые от него страдают, потому что он их бросает, он их меняет как перчатки. Мужчина здесь, вот он идет по женским телам, по женским телам.
и при этом строит из себя очень правильного человека. Значит, ну, он может быть на расстоянии от вас, и у вас с ним, знаете, или на расстоянии, или разница в возрасте какая-то ощутимая. Может быть, он вас старше намного, может быть, вы его старше, но здесь все-таки скорее он старше, чем вы. Между вами, знаете, идут такие отношения, когда вы боретесь непонятно за что, бьете друг друга палками непонятно за что. У вас нет причин для конкретной ссоры с этим человеком, но вы все время чем-то недовольны, высказываете ему вот свое недовольство, он тоже недоволен. То есть у вас возникают конфликты на пустом месте, но их даже конфликтами не назовешь. Это как будто бы, знаете, вот друг друга не мечами порубили, а именно палками. Вот. Вы очень многие вещи себе додумываете, так же, как и этот мужчина. Несмотря на то, что женщин у него много, и он уже изрядно устал от женского общества, он очень ревнивый. Ревнивый собственник. Для него каждая его женщина – это его женщина. И вот все, вот если он вас назвал своей, будьте добры соответствовать его представлениям. Да? Вы должны его ждать. Вы должны сидеть на заваленке, ни с кем не общаться, не иметь, не дай бог, там какого-то мужа своего, да, еще что-то. Вот вы его женщина, но он себе будет позволять других женщин. Это, знаете, как султан и гарем. Да? То есть султан он один, и все наложницы в гареме должны сидеть, дожидаться своей очереди. Ну вот у него как-то так это все в голове распределено. Вот, значит, по колесничему, да, я могу сказать, что это человек достигатор, какие-то вещи в своей жизни он достигает, денежку зарабатывает. Ну и, наверное, благодаря вот этой вот иллюзии собственной вкусности, да, что вот я при деньгах, я хорошо выгляжу, вот у него такая иллюзия создалась, что он султан большого гарема, и нужно ему женщин как можно больше. Ну, на самом деле, девчонки, открою вам незамысловатую истину. Когда мужчина заводит большое количество женщин, это наоборот говорит о его неуверенности в себе. То есть, когда мужчина не уверен в своей мужской силе и привлекательности, он все больше и больше женщин обихаживает, чтобы каждый раз доказывать себе свою значимость. Вот. Поэтому это, наоборот, не от уверенности в том, насколько он хорош, а от того, что он очень сильно в себе сомневается. И все время, как будто бы, знаете, вот так, ну вот, этой женщине со мной не нравится, сейчас я быстро найду другую, докажу себе, что я крут. Вот так, хорошо. Давайте посмотрим истинная причина его молчания. Истинная причина его молчания. Так, истинная причина его молчания, он первое хочет, чтобы вы думали, что он жертва в вашей ссоре, да, в вашем разговоре он является жертвой. Далее, таким образом человек подвешивает вас для того, чтобы проверить уровень вашей влюбленности. Мужчина говорит о том, что он поработал над вами,
Может быть, это был какой-то, знаете, лавбомбинг, когда мужчина бесконечно забрасывает вас комплиментами, признаниями. 2 дня знакомы, да, как бы, а он уже любит, женится и все остальное. Вот. Здесь, ну, каким-то образом работа была проведена. Может быть, он уделял вам огромное количество внимания, да, и вот сейчас он его как будто бы схлопнул, забрал. Он говорит о том, что вот он над вами поработал, и теперь он хочет посмотреть, насколько вы увязли в чувстве к нему. Здесь ощущение, что человек сознательно устраивает эмоциональные качели, и сейчас он сознательно отошел в сторону и такой типа, ну давай, насколько долго ты выдержишь без меня, когда ты сама напишешь, когда ты сама позвонишь, да, я хочу проверить, да, сильна ли твоя привязанность, моя дорогая. Вот, значит, еще почему он молчит? Ну, потому что вы здесь тоже самостоятельная жезловая королева. И вы очень уважаете себя, цените себя, и, в принципе, вы пользуетесь успехом у других мужчин. И он как будто бы хочет вас сломить, спустить немножечко на землю. Понимаете, что вот мужики-то за тобой бегают, красоточка, да, как бы, а ты сидишь, скучаешь по мне. А ты хочешь со мной встречаться, а ты хочешь мне написать. Самодовольный достаточно человек, понимаете? Но по большому счету, вот его молчание, да, это проверка вас на глубину ваших чувств, глубину вашей любви к нему. Потому что он здесь уверен, что вы прям любите его по уши. Понимаете? Поэтому он молчит, он ждет ваших признаний, он ждет ваших писем, он смотрит, вот насколько долго вы будете это все терпеть и выдерживать. И он, сидя вот в этом молчании, да, он где-то просматривает ваши странички, наблюдает, да, может быть, вы не особенно что-то ставите в последнее время где-то в Инстаграме, там, в Фейсбуке, ВКонтакте, вот, и он все время это воспринимает на свой счет, что типа, ну вот она не ставит фотографии, потому что она плохо выглядит, она плачет днем и ночью, вот, как бы она себя перестала фотографировать, я же сейчас молчу, не для кого. Ну вот как-то так. Все на свой счет товарищ принимает. Хорошо. Давайте смотреть. Будет ли он действовать? Да. Вы, главное, не действуйте сами, потому что он находится на грани. Видимо, вы очень долго молчите уже, ну, не реагируете, да, не пишете, не извиняетесь, не бежите за ним, потому что прям он расстроен. Он такой типа, так, а что за фигня вообще, почему она не написала, почему она сразу не прибежала, не спросила, что я молчу, например, да, или спросила, а теперь сама молчит. Ну, то есть его очень расстраивает ваше молчание, он задает себе нехорошие вопросы. То есть это его тревожит, что вы не действуете в его сторону. Он соскучился, он видел себе эту ситуацию по-другому. Ну, то есть как бы ему казалось, что он сейчас замолчит, и вы тут же начнете писать какие-то извинения, как-то подстраиваться под него. Да ладно тебе там, ну что ты, ну давай увидимся, давай встретимся, я иду на твои условия, да, какие-то. Ну, что такое, может быть, он хочет продавить вас на сексуальный контакт или еще на что-то. Вот. И как бы он ждал, что вы очень быстро отреагируете на его молчание своими действиями. Но он этого не дождался. И он такой, типа, так, блин, что-то как-то холодно как-то. Все это похоже на точку. Ну, то есть человек здесь боится на самом деле, что вы поставите точку.
что он как бы, он-то в виде игры это все себе представляет в голове. И тут у него в голове возникла мысль, а вдруг вы серьезно поставите точку и скажете: слушай, я в такие игры не играю, дружочек. Вот. Короче говоря, поэтому он будет действовать. Он будет действовать в ближайшее время как-то очень стремительно. Опять не исключаю какого-то лавбомбинга, потому что здесь человек подождет, если вы не проявитесь, это все будет в виде каких-то сообщений, там, звонков и так далее. Но куда ты пропала, может сделать вид, что вообще ничего не происходило, он никуда не пропадал, и все это будет, знаете, проекция такая на вас будет возложена. Куда ты пропала, что ты не пишешь, что ты не звонишь, ты же знаешь, я скучаю без тебя, ты у меня одна единственная, как бы ты знаешь, что ты для меня значишь и так далее. Да, здесь будет проявление. Ох, ловелас. Благодарю вас, двоечки. Троечки. Вы не знаете, изменил он вам или нет. Значит, сам по себе мужчина кубковый король, очень эмоциональный, разговорчивый, человек, который может долго рассказывать о своих чувствах, звонить вам по ночам, говорить вам. То есть человек, который, знаете, вот сразу проникает под кожу. Вы только познакомились, а он вам все о себе рассказал, выслал фотографию паспорта, значит, рассказал про маму, про кота, про детей. Такой, знаете, вот сразу раз и близкий в один момент. Но при этом, да, при всей его кажущейся искренности, если вы ему говорите, что у вас проблемы с деньгами, он говорит: ты справишься, все будет хорошо. Вы говорите: меня там уволили с работы, не на что жить. Он говорит: ну, ничего страшного, ты найдешь новую работу. Но он никогда не предложит финансовой помощи, не возьмет за вас ответственность. Он будет поддерживать вас типа словами. Да? То есть такая словесная поддержка со стороны. Вот, ну, потому что он не про финансы, это человек, который всегда, может быть, знаете, берет в долг, старается, знаете, вступить с кем-то в бизнес, ничего не вкладывая. Ну, типа: Вась, мы с тобой друзья, да, ты там организовал автомастерскую, ну, давай я тоже как будто бы с тобой, да, мы будем компаньонами, буду клиентов искать. Денег я вкладывать не буду, а прибыль пополам. Ну, вот он такой хитро сделанный товарищ. Вот, значит, ну, кубковые мужчины, они, как правило, конечно, изменяют. Понимаете? То есть кубковый мужчина будет изменять, даже не думая, что он изменяет. Он будет объяснять это мужской природой. Или, я не знаю, как это получилось, я был пьян. Понимаете? То есть почему-то мужчины считают, что это какое-то оправдывающее их обстоятельство. Я был пьян. Да, я был пьян, а Пися почему-то пьяна не была. Вот, значит, ссора ваша, скорее всего, произошла из-за того, что у вас есть подозрение в измене, но вы не понимаете, да-да или да-нет. То есть вы заподозрили человека в том, что он сходил налево, что-то обнаружили, какие-то письма или что-то по времени не совпало, но вы не уверены, то есть 50 на 50. Возможно, состоялся какой-то разговор, когда мужчина сказал вам: что ты себя накручиваешь, зачем ты это все выдумала, да, как бы у нас все было хорошо, что же ты все испортила, женщина. Вот, то есть здесь вот прям какой-то намек на измену, но некое сомнение, да-да или да-нет. Со стороны мужчины он вообще считал, что между вами все идеально. Вы женщина, с которой ему комфортно,
удобная, женщина, с которой он, как он считает, прекрасно общается, женщина, которая дает ему ресурс зарабатывать, жить. Вы знаете, не то, что вы ему даете деньги, да, а вот ваше присутствие, оно как будто бы человека подстегивает, да, или, может быть, счастливые события какие-то возникают, или люди приходят, или вы подстегиваете его все-таки поработать и немножечко заработать. Хотя его можно назвать лентяем. Здесь человек очень любит спать. Очень любит спать. Он может, кстати, ночи проводить на каких-то гулянках. Но я не говорю, что женщинами, да. Это могут быть какие-то, знаете, поездки на мотоциклах, там по городу просто в тупую там ездят, да, ездят, останавливаются группами. Вот. Или же, может быть, он ходит в ночные клубы, где там танцует до упаду. Вот. А потом он любит к утру лечь спать, называет себя совой, да, при этом, и дрыхнуть до 3 часов дня. Ну и сами подумайте, да, какая уж тут заработка денег, да, какое зарабатывание денег, когда человек в 3 часа дня проснулся, пока он там кофе попил, глаза продрал, уже, собственно, все люди с работы и вернулись. Как-то так у него это происходит. Давайте посмотрим. Истинная причина его молчания. Чем он нас удивит сегодня? Незаслуженно вы его оскорбили, говорит. Вот, значит, смотрите, при том, что он весь кубковый, да, как бы видит он себя жезловым королем, видит он себя парнем на расхват, человеком, который очень успешен, у которого все получается, все в руках горит, то есть он себя видит прям настоящим таким достигатором и не понимает, почему вы этого не видите, почему вы его считаете слабаком, почему вы его считаете нюней, мямлей и так далее. Вот, значит, истинная причина его молчания, ну, первое, да, он сейчас то ли в каком-то отъезде находится, то ли он, в принципе, далеко от вас, и расстояние между вами является одной из причин его молчания, расстояние между вами. Вот, значит, потом здесь случилась какая-то ситуация с работой, которая его очень сильно расстроила. Вы знаете, если он, допустим, работал на каком-то предприятии годами, вот он работал, тут его уволили, или, например, его перевели в другое подразделение, да, вот почему здесь у нас дорога выпадает, расстояние, и ему пришлось уехать в это другое подразделение, и как бы там теперь он будет жить. То есть здесь произошла какая-то ситуация с работой, очень-очень неприятная, которая также сопряжена с неким расстоянием. И поэтому он еще молчит. То есть причина его молчания не только его эмоциональное отношение к вам, да, и состояние, а еще и некие события, да, связанные с дорогами, связанные с работой. Может быть, он поехал на заработки, может быть, его послали в командировку длительную какую-то. Ему не нравится то, что ему придется делать, но ну, как бы выхода нет, как говорится. Вот. Причем как-то вот эта ситуация с работой, она поменялась внезапно, и человек здесь прям буквально боится, то ли он боится умереть, то ли он боится заболеть, то ли он боится все потерять. Понимаете, может быть, действительно что-то связано с увольнением, ему дали последний шанс. Или отправили куда-то там, я не знаю, в город на север кого-то там заместить, да, с позиции мы посмотрим, как ты будешь работать. То есть на работе ситуация крайне негативная. Она его пугает,
потому что он чувствует, что может потерять все. И вот ему как будто бы дают какой-то шанс на исправление, или ты потеряешь все. Но здесь вообще как бы много всяких страхов, в том числе, да, страх за собственную жизнь, поэтому тут человек кем угодно может быть. Вот, значит, вот эти вот проблемы на работе, да, они его тоже заставляют молчать. А вот то, что связано конкретно с вами, это всего лишь вот 1% из 100. То есть как бы в основном он молчит из-за того, что что-то сейчас произошло на работе очень серьезное, очень негативное. Ему приходится выкручиваться. А вот на 1%, да, здесь человек обижен на вас за то, что вы не видите в нем жезлового короля. Что типа я такой весь достигатор, у меня все в этой жизни получится, когда-нибудь я стану взрослым, когда-нибудь я разбогатею, ну что-то вот в этом роде, да. Почему же ты считаешь меня неудачником? То есть здесь существует вот такая милимездрическая обида на вас за то, что вы считаете его каким-то вот неудачником или человеком, который мало зарабатывает, или еще что-то. И, вы знаете, себе неровней. Он такой типа, ну что, почему ты считаешь, что я тебе не ровня? Я же как бы, я вот такой молодец, у меня все получается в этой жизни. Но основная причина все-таки в том, что ему надо урегулировать какую-то ситуацию на работе. Хорошо. Давайте посмотрим, будет ли он действовать, как он будет действовать. Сейчас он урегулирует ситуацию на работе, она, видимо, все-таки поддается регулированию. То есть он сейчас урегулирует. И он к вам явится. Он к вам явится. Я даже думаю, что здесь будет сообщение еще до момента, когда он урегулирует все. Ваша история, она начнется снова. Ваша история начнется снова. Будет какой-то разговор со стороны этого мужчины, он у вас заинтересован, он даже заинтересован в вас с позиции создания семьи, с позиции любви какой-то такой серьезной. Вот. У человека есть чувства. Ну, видимо, ему нужно какое-то время на осмысление своих поступков, своих мыслей, чувств к вам. Вот, и на решение проблем с работой. Карты говорят буквально, ваша история начнется снова, состоится такой разговор, который будет ставить все точки над «и», после того, как он урегулирует проблемы на работе, проблемы с деньгами, вот, и то ли вернется, то ли сократит расстояние между вами при помощи письма, созвона какого-то, да. Ну, молчание – это вообще расстояние, по сути, да, между людьми, эмоциональное. И сокращение этого расстояния – это, конечно, там, написать, позвонить, попросить прощения. Здесь мужчина будет идти на контакт, потому что он хочет продолжения. Вы для него более мудрая женщина, очень творческая, талантливая, интересная. И, конечно, нельзя сказать, что он здесь куда-то свинтил в кусты, да, и больше никогда не появится. Он говорит о том, что вы разбили его сердце. Вот, может быть, подозрениями в измене, а может быть тем, что он все-таки налево-то сходил, а вы об этом узнали. Ну, то есть вы могли разбить ему сердце тем, что начали его подозревать. Они должны были, понимаете? Вот так вот. Ну, короче, этот действовать будет, потому что без вас плохо, без вас он страдает. Совета спросить не у кого. Любви получить, ресурса любовного получить не у кого. Поэтому здесь человек будет действовать, но ему нужно время на решение каких-то вопросов на работе. Если все это будет затягиваться, он появится раньше, еще до момента, когда он все решил. Да? А вот если это все можно сделать быстро, он попытается как можно быстрее решить вопросы на работе, и вот он я, как бы твой подарочек пришел. Ну,
вот такая ситуация, мои дорогие. И такой сегодня у нас получился разбор. Я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!